Хей, цветочки! Рада вас приветствовать на своем канале. На связи, как всегда, я, Ро. Как вы уже поняли, я решила разнообразить контент на канале и выпустить ролик «Вопросы от подписчиков». Моя аудитория не столь велика, но вопросов накопилось достаточно много. Итак, начнем. Первый вопрос от My Little Pony про Windows Animation. Как ты придумал свою ос ангела? Интересный вопрос. Что ж, раньше мой персонаж был такого же дизайна, как и я сама. Чуть позже я добавила несколько отличительных деталей, отталкиваясь от моей внешности. Я была некоторое время всем довольна, но потом поняла, что не хватает оригинальности. Ко мне долго не приходило вдохновение, сколько бы я ни пыталась что-то придумать. Но в один момент меня осенило. Моя лучшая подруга Лера меня часто называла ангелом из-за моего жизнерадостного характера. Ну, на самом-то деле не только поэтому, еще из-за моей наивности и некоторых других факторов. Но упустим их. Так вот, ко мне пришла идея сделать своего персонажа ангелом. Я делала много дизайнов и концептов, однако все равно ничего не получалось. Чуть позже Лера открыла мне мир Gacha Life. Кто не знает, это такой фандом, кому интересно, забейте в интернете. Ну так вот, она помогла мне сделать Озу Гачи, и она мне понравилась. Просто отпад. Я была очень рада и принялась активно учиться монтировать и снимать ролики. Со временем дизайн все так же менялся, но основная идея сразу и оставалась. Вот так я медленно, но уверенно пришла к сегодняшнему виду своего персонажа, которым полностью довольна. Ой, ну и наговорила я. Хоть книгу пиши. Так, переходим к следующему вопросу. Следующий вопрос от Евелины Цингаловой. Отвечать буду по порядку и на українському. Хто не понимает, добро пожаловать к субтитрам. Скільки тобі років? Знаєте, свій вік я говорила лише в інстаграмі, в інших соціальних мережах не планую його озвучувати. Нехай це поки що буде таємницею. Які хобі, окрім малювання? Трішки займаюся анімацією, колекціоную різні монети, але більш про це якось в іншому відео розповім. Коли почала малювати? Малюю я з дитинства, мене неможливо було на двір вигнати, я цілими днями могла малювати. Далі мене віддали до художньої школи. Але в діджитал почала робити арти лише роки 2 тому. Мені ще є куди рости в цьому. Якою програмою для малювання користуєшся? Ibis Paint X. Які книги любиш, якщо цікавишся? Жартуєте, я дуже люблю читати книжки, і навіть свої пишу. Улюблених дуже багато. Коти вояки, Долина Інферин, 451 градус за Фаренгейтом, Маленький принц і так далі. Більш казати не буду, бо часу в нас не так багато. Наступне питання. Вопрос от Сани Старскаут. Как ты полюбила My Little Pony? Если честно, уже не припомню. Вообще я смотрел My Little Pony с раннего детства. У бабушки был диск с первым поколением. Следующее поколение не смотрела, вернулась к этому занятию лет так в 13. Я тогда начала пересматривать 4-е поколение. И узнав, что достаточно много художников рисуют по нему, решила попробовать. Ну и пошло-поехало. Когда ты начала снимать? В Ютубе я давно, и было у меня 2 канала. Первый канал, увы, совсем не набрал популярности, поэтому я решила создать новый, где буду выкладывать процесс рисования и другую ерунду. И канал стал активно расти, от чего я была в полном шоке. Сейчас мечтаю набрать 10К подписчиков. Будешь снимать про гачу? Знаете, я не уверена. Давно не стою в этом фандоме, да и решила учиться рисовать и анимировать с нуля, а не по готовым моделькам. Но, возможно, иногда будет проскакивать и контент по гаче. Вопрос от M-Star Bronny. Так интересно, у меня один вопрос. Как ты научилась так красиво рисовать? Ну, знаете, тут спорный вопрос. Я, к примеру, не считаю свои рисунки действительно красивыми. Нет, я, несомненно, люблю свое творчество. Это частичка моей души, частичка меня. Но мне еще есть к чему стремиться. Как я говорила ранее, я рисую с детства, но основным навыкам научилась в художественной школе, которую закончила на отлично. Я бы показала свои самые первые работы оттуда, но, увы, немногие знают, что я украинка, и мне из-за войны пришлось оставить все, покинуть родной дом и ехать. Но в своей почте я нашла пару работ, которые когда-то отправляла учителю для экзамена. И поскольку заговорила о войне, то прошу не заводить в комментариях тему про политику. А если кто начнет, как обычно, писать «Украина сама на себя напала» и прочую ересь, улетят в бан сразу же. Мне мои нервы дороже. Идем дальше. Вопрос от Павла Like True. Когда покажешь свое лицо? Ой, ну так неинтересно, ребята. Опять же, мое лицо пару раз мелькало в инстаграме. Ну а тут свою внешность раскрою на 10К подписчиков. Идет? Когда видео с братом? Когда рыбы научатся петь? Я пошутил.
А если серьезно, то не знаю. Ролики подобного формата, как процесс игры, совсем не набирают актива. Но ради вас постараемся что-то снять вместе. И может даже свою сестру Милену приглашу поучаствовать в видео. Вопрос от Лиры. Сколько времени уходит на рисунок? В основном до нескольких часов. Но если иллюстрация сложная, то несколько дней. Что ж, была бы рада ответить на еще пару вопросов, но тогда ролик слишком затянется. Поэтому буду заканчивать. Большое спасибо за ваши вопросы. Мне приятно знать, что кто-то интересуется мной, моим творчеством и жизнью. Планирую сделать вторую часть, чтобы ответить на остальные оставшиеся вопросы. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Мне будет очень приятно. До скорых встреч!